Печень всегда молчит, но все же по некоторым признакам мы можем распознать то, что у вас какие-то проблемы возникли с печенью. И именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Итак, что такое печень? Давайте себе представим все это, как я говорю, в мультиках. Печень – это своего рода завод, который перерабатывает сырье. И если вы будете на свой завод поставлять неправильное сырье типа сахара, быстрых углеводов, то ваш завод, он не поломается, но он перестанет исполнять свои функции, он перестанет производить тот товар, который нужен для вас. То есть, как только вы опять начнете поставлять нужное сырье своему заводу, он начнет производить именно ту продукцию, которая и должна производиться. Печень выполняет более 500 различных функций. Все, что попадает в наш организм, еда, лекарства, какие-то загрязненные вещества из среды нашей окружающей, напитки различные, все абсолютно это фильтруется через нашу печень. Печень является хранилищем нашей энергии. К примеру, если мы не ели несколько часов, то именно печень поддерживает уровень сахара в крови, выделяет гликоген и выбрасывает его в наш кровоток. Если бы печень это не делала, это такая вот специальная функция, такой специальный механизм, который защищает нас от падения в обморок между промежутками приемов пищи. То есть, если бы она этого не делала, то мы какое-то иное количество часов голодны, к примеру, мы бы с вами теряли сознание. Печень участвует в производстве белков, которые необходимы для свертывания крови. То есть, если печень у нас будет болеть, то она не сможет помогать этим всем процессам, и при малейшем порезе кровь будет течь, и кровь будет очень плохо сворачиваться. Печень также является фильтром всего нашего организма, который чистит и очищает все токсичные вещества, которые в него попадают. Каждую минуту через нашу печень проходит более 1,5 литров крови, а в течение суток наша кровь прокачивается через печень более чем несколько сотен раз. Печень вырабатывает нашу желчь, и это не просто какая-то там жидкость, а это необходимейшее вещество для нашего пищеварения. Если у нас не будет желчи или она будет какой-то плохой консистенции, то мы не сможем с вами воспринимать и перерабатывать жиры. Также все жирорастворимые витамины не будут усваиваться, а это А, Д, Е, К. По-датски это называется элиденска эльскакея, поэтому немножко так притормозила вспомнить. Все эти жирорастворимые витамины не будут усваиваться, если у вас не будет в организме вырабатываться желчь. Печень участвует в выработке холестерина, также регулирует обмен веществ. И все это крайне необходимо. Если наша печень страдает или начинает болеть, то, естественно, это отражается абсолютно на каждом органе нашего организма. Печень также участвует в нормализации обмена гормонов, для того, чтобы у нас был баланс гормонов. Если какие-то лишние, то печень их выводит из нашего организма. Но почему же наша печень никогда не болит? Почему? Да потому что в тканях печени практически нет вот этих вот нервных окончаний, которые дают. Если у нас, к примеру, болит зуб, мы идем к стоматологу. Если у нас болит сердце, мы вызываем скорую. Если у нас болит живот, мы идем к гастроэнтерологу. А печень молчит, она об этом совершенно нам ничего не рассказывает. И, к счастью, печень способна восстанавливаться. Даже если наша печень повреждена, то оставшиеся здоровые клетки берут на себя заботу о тех, которые уже не работают. И мы восстанавливаем, так
скажем, печень нашу, да. Печень подает какие-то сигналы, когда она уже заболела на 70 или 80%. Тогда мы можем что-либо услышать. Это, знаете, как если бы в вашей компании, состоявшей из 10 человек, двое осталось, а 8 сотрудников уволилось. И вот эти двое, они будут тянуть работу, и свою выполнять работу, и тех, которые уволились, но это не может продолжаться бесконечно. Эти два сотрудника в какой-то момент очень и очень устанут и не смогут выполнять этот объем работы. И то же самое с нашей печенью. Когда она повреждена на 70-80%, тоже это такой медленный процесс идет, запускается в нашем организме, и эти сигналы только потом начинают как-то проявляться. А до этого, потому что это все идет так плавненько, тихонечко, вроде мы ничего не замечаем. И сейчас об этих первых звоночках мы с вами и поговорим. Все начинается очень так просто. Сначала вы думаете, ой, что-то я такая уставшая, так как-то какая-то у меня сонливость, аппетит стал хуже, вес вроде бы начинает теряться, живот растет. И мы немного как бы адаптируемся, что ли, к этому состоянию. Не очень хорошо себя чувствую после еды. И мы это принимаем вроде как, знаете, за возраст. Ну, это, наверное, все так с годами себя ощущают. А на самом деле в организме уже идут какие-либо процессы. И когда мы почувствуем уже такие симптомы, то, к сожалению, это уже может быть и поздно. Итак, первый ранний признак – это усталость, как я только что уже сказала. И усталость – это не от физической работы, не от какой-то умственной перезагрузки, перегрузки, а вот вы проснулись, и вы уже ощущаете себя каким-то слабым, невыспавшимся и усталым. И эта усталость, она не проходит в течение всего дня. Вы ощущаете даже такую какую-то слабость. И вот эта вот постоянная такая усталость, она не проходит из-за того, что ваша печень плохо работает, плохо выводит токсины, и не вырабатывается именно вот эта энергия. То есть наш организм начинает работать в режиме энергосбережения. И, конечно же, мы себя будем чувствовать очень-очень уставшими. Второй ранний признак – это снижение аппетита. Ну, казалось бы, ну подумаешь, вот может быть мне жарко, или у меня стресс, или вот поэтому вот я не хочу есть сейчас. Но заметьте, снижение аппетита, оно выражается таким образом, что у вас появляется какое-то отвращение к разным жирным продуктам. И это происходит из-за того, что печень плохо вырабатывает желчь. И, естественно, наш умный организм пытается как-то отказаться от того, с чем он не сможет справиться. То есть вы при виде на масло вы смотрите, или на какое-то жирное мясо, или на какие-то сливки, вас начинает аж подташнивать. Вот не просто вам не хочется, а у вас отвращение. Это очень даже хороший такой явный признак. Хотя аппетита потеря может быть и при других заболеваниях. Но если у вас именно имеется вот такое вот отвращение к жирной пище, на это нужно обратить внимание. Третий признак – это тяжесть в правом подреберье. Потому что когда печень плохо работает, она имеет тенденцию к увеличению. И вот вы прям чувствуете, как будто бы у вас что-то лишнее. Не просто там покалывает еще, а вот именно что-то лишнее. Тоже на это нужно обратить внимание. Четвертый признак на ранней стадии заболевания печени – это нарушение в пищеварении. У вас газообразование, вздутие живота, стул совершенно какой-то нерегулярный в том плане, то у вас понос, то у вас запор возникает, то вы вообще не ходите в туалет. И это связано с тем, что печень, когда плохо работает, плохо вырабатывается желчь, или же она имеет другую консистенцию, неправильную желчь, и это отражается на вашем пищеварении. На это тоже нужно обратить внимание. Если у вас эти симптомы длятся более чем 2-3 недели, то нужно сходить к врачу.
Все эти признаки – это не диагноз, но тем не менее нужно прислушаться к своему умному организму и сходить к врачу. Опять же, если все эти звоночки длятся на протяжении 2-3 недель. Ну а теперь давайте поговорим о более серьезных таких вот признаках, симптомов, к которым врач уже отнесется с подозрением и более серьезно отнесется к вашему обследованию. Желтуха. У вас начинает желтеть кожа, но прежде чем кожа начинает желтеть, у вас желтеют белки глаз. Это очень-очень серьезно. Присмотритесь к этому и не запускайте. Второй симптом серьезный – это кожный зуд. Часто мы думаем, ой, у меня, наверное, аллергия или чесотка, или что-то я там не то на себя одела, поэтому у меня все чешется. Это такой зуд, который не проходит даже при приеме каких-либо таблеток. То есть вы чешетесь, и этот зуд усиливается к вечеру. Некоторые себя расчесывают чуть ли не до крови. И вот именно в течение вечера и ночи этот непрекращающийся зуд тоже должен вас обеспокоить, и вы должны бежать к врачу. Изменение цвета мочи и кала. Если ваш кал вдруг станет не коричневым, а каким-то бледным или таким глиняного цвета, почти белым, а моча начнет делаться такой коричневой, как пиво, темным таким, да. Вот если моча делается темная, а кал наоборот делается светлым, это из-за того, что печень плохо работает, идет неправильная выработка билирубина, то это тоже очень и очень важный признак для диагностики печени. Сосудистые звездочки в области шеи, лица, декольте, они такого могут быть розового или фиолетового цвета. Тоже обратите на это внимание. Покраснение ладоней. Большой палец и мизинец – это называется печеночные ладони. Если они делаются такого вот розового или красного цвета, тоже очень основной такой признак того, что печень работает неправильно или у нее уже есть какие-либо проблемы. Набор жидкости в районе живота. Это происходит вроде бы как вы теряете, да, вес, у вас нет аппетита, а вместе с тем живот у вас делается такой большой, надутый. Ножки получаются у вас худенькими, ручки худенькие, а живот такой плотный, твердый. И талия должна быть, заметьте, у женщины 80 сантиметров, а у мужчины 94. Если вы измерите свою талию, и она будет больше, то это тоже признак того, что у вас уже есть гепатоз печени. Поэтому нужно обязательно тоже проверить свою печень. Выраженные отеки, то есть вы снимаете носочки, у вас остаются такие глубокие прям выемки такие, впадинки, нажмите на ногу, и у вас эта ямочка остается. И эти отеки, они не проходят, а к вечеру, наоборот, они еще и более как бы делаются такими явными. Это тоже ненормально. Потому что если вы все правильно делаете, питаетесь и ведете нормальный здоровый образ жизни, если вы можете делать, да, тогда у вас такого не должно быть. Иногда могут появляться отеки, но они уходят за счет того, что мы двигаемся, и вода постепенно выходит из нашего организма. А если она у вас застаивается, то это тоже признак того, что у вас больная печень. Явная слабость, вот такая вот, можно сказать, хроническая усталость. Вы и отдохнули, и в отпуск съездили, и вроде как на диване полежали, и физического труда вы особого такого не имеете, но вы постоянно в каком-то таком пребываете в состоянии сонливости, как зомби, все в тумане. Тоже звоночек хороший такой, яркий. И еще очень важно, когда у вас появляется какое-то затуманенное сознание. То есть вы здесь вспомнили, тут забыли, вы не можете договорить все предложение до конца, потеряли смысл, из-за этого вы делаетесь нервным, раздражительным. Ваши члены семьи также заметят, что с вами что-то происходит.
А это происходит из-за того, что печень не работает нормально, токсины не выводятся из вашего организма, и все эти аммиаки и так далее, другие вещества попадают прямо в мозг, и получается вот такое вот некрасивое полотно, когда мы плохо соображаем, и плюс усталость, все это в совокупе очень и очень серьезные симптомы, с которыми нужно бежать к вашему лечащему врачу и сдавать анализы. Сделать прежде всего УЗИ печени и сдать анализ крови на биохимию. Это АЛТ, ГТТ и АСТ. Дорогие мои, если вы узнали эти все симптомы, которые я перечислила, причем так не углубляясь во все медицинские термины, если вы уже чувствуете, что с вами что-то не так, обязательно не думайте о том, что какой-то там детокс на соках или на каких-то чаях вам поможет. Вам нужно идти к настоящему лечащему врачу и сделать обследование. И незамедлительно это должно делаться. Не ждите там долгое время и не верьте каким-то там народным средствам и так далее. Печень это очень-очень серьезно. Если она дает уже вот эти вот сигналы, то нужно лечиться в срочном порядке с помощью лечащих профессиональных врачей. Дорогие мои, я надеюсь, вы прислушиваетесь к своему организму, помните о том, что наше здоровье – это наша личная ответственность, и все здоровье в наших с вами руках. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, если вы замечаете что-то подобное у ваших членов семьи, бейте тревогу и будьте все здоровы. Всех вас обняла, с вами была ваша Виктория.